Всех приветствую на моем канале. Сегодня мы будем вязать очень интересную резинку спицами. Она вяжется на базе резинки 2 на 2. И если у вас часто бывает, особенно в начале вязания, что резинка получается не очень ровная, а такая косая и кривая, то это выход абсолютно для вас. Посмотрите, мы здесь лицевые дорожки вяжем в форме жгутов. При этом резинка не теряет эластичность. Вот я даже связала здесь несколько рядов лицевой глади, и видно, что резинка стягивает гладь, то есть она имеет такую же эластичность, как и резинка 2 на 2. С изнаночной стороны она, кстати, так и выглядит, как обычная резинка 2 на 2. Это свойство очень удобно. Благодаря ему мы можем выполнять фабричный набор, похожий на итальянский. Я не люблю итальянский набор, он достаточно трудоемкий, там необходимо запоминать, в какую сторону набирать петлю, потом следить, чтобы эти петли не перекрутились. Я выполняю более простой набор, который дает точно такой же результат. Он выполняется на бросовую нить при помощи крючка. Если кому интересен такой набор, в верхнем правом углу экрана я вам добавлю ссылочку, можете перейти посмотреть. И в описании под видео тоже будет ссылка. То есть благодаря такой резиночке получается очень симпатичный манжет, например, на кардигане или на носочках или на варежках. Смотрится необычно, очень рельефно. И резиночка у вас всегда будет получаться ровно и красивой. Кстати, на моем канале есть и мастер-класс, как сделать резиночку 1 на 1 ровной и красивой. Тоже вам ссылочку сейчас в верхний правый угол добавлю. Можете перейти и посмотреть. И еще вот эти вот жгутики, перекрещивание петель, вяжутся на самом деле очень просто. Не нужно будет менять петли местами, там, использовать дополнительные спицы. Я вам покажу, как всего этого избежать и выполнять вот это перекрещивание легко и просто. И для бабушкиных, и для классических петель. Такая резинка прекрасно вяжется и по кругу. Раппорт ее всего лишь 2 ряда, то есть в одном ряду мы выполняем вот эти дорожки из скрещенных петель, а в изнаночном ряду просто все петли вяжутся по рисунку. Для вязания такой резинки, как и для вязания обычной резинки 2 на 2, необходимо набрать количество петель кратное 4, плюс 2 петельки для симметрии узора, если вы вяжете поворотными рядами. Если вяжете по кругу, то эти 2 петли прибавлять не нужно. Ну и, конечно, если у вас поворотные ряды, то понадобятся еще кромочные петли. Я набрала сейчас петельки обычным классическим способом. Если вы будете набирать точно так же, то тогда необходимо будет провязать первый установочный ряд. Если вы набирали петельки по моему мастер-классу, который дает фабричный край, как на образце, который я вам показывала, тогда установочный ряд не нужен. Я сейчас выполню этот установочный ряд. Он просто заключается в том, что мы провяжем один ряд резинкой 2 на 2. То есть 2 изнаночные, 2 лицевые. Ну и таким образом весь ряд до конца. Просто резинкой 2 на 2 выполняем весь ряд. И заканчиваю я тоже 2 изнаночными. Вот как раз вот эти вот петельки для симметрии есть. То есть я начала ряд с 2 изнаночных и закончила 2 изнаночными. Если бы мы не набрали вот эти 2 петли для симметрии, то тогда бы закончили ряд лицевыми, и у нас бы был несимметричный край. То есть с одной стороны изнаночная дорожка, со второй лицевая. Поворачиваем наше вязание и теперь приступаем к вязанию первого ряда самой резинки. Кромочную я снимаю, и в лицевых дорожках мы будем выполнять перекрещивание петель. Сначала покажу, как выполняется перекрещивание петель, если вы вяжете, как и я, бабушкиными петлями. Посмотрите, вот у меня 2 лицевые, они у меня бабушкины, то есть задняя стенка выше, чем вот эта вот передняя, вот заднюю стенку видно, за нее удобнее подхватывать петлю. И посмотрите, я вот эту первую петлю пропускаю, а ввожу спицу во вторую лицевую петлю. Провязываю одну, эту петлю лицевой, и потом ввожу спицу в первую петлю, которую я пропустила, и ее тоже провязываю лицевой. И затем обе петельки скидываю. В результате у меня получилось перекрещивание петель с наклоном в левую сторону.
Изнаночные дорожки вяжем без изменения, просто изнаночными петельками. Посмотрите. И дальше мы уже начинаем повторять узор. То есть вновь сначала вторую лицевую провязываю, подхватываю ее вот так сзади, затем первую. Если вы вяжете классическими петельками, в этом случае лицевые петли у вас развернуты передней стенкой к вам. И посмотрите, как я тогда буду провязывать. Подхватываю. Опять же, вторую петлю, первую пропустила, рабочую нить я завела перед вот этой спицей, захватываю ее, отвожу рабочую нить назад, теперь подхватываю первую петлю и также ее провязываю. И вновь обе петли мы скинули со спицы. У нас тоже будут перекрещивания петель получается, только будет наклон петли в правую сторону, ну, то есть резинка будет идти либо с наклоном в ту, либо в ту сторону. Просто все зависит от провязывания ваших петель. Если у вас классика, то наклон будет вправо. Если бабушкины, то наклон влево. Я просто вам показала, как именно удобнее провязывать, чтобы не переснимать петли, не менять их местами. Потому что часто, когда мы начинаем менять петельки местами, ее можно упустить, потерять. Потом нужно будет ее поднимать. Я провязываю за заднюю стенку, потому что у меня петли бабушкины. Сначала вторую петлю лицевую, затем первую. И все. Обе петли спускаю с левой спицы. Ну и остается кромочная петля. Разворачиваю вязание, и второй ряд узора вяжется по рисунку. То есть, что значит по рисунку? Это когда изнаночные петельки мы вяжем изнаночными, лицевые лицевыми. У меня начинается ряд с 2 изнаночных. Вяжем 2 изнаночные, дальше идут 2 лицевые. То есть фактически вяжем обычную резинку 2 на 2. Закончила ряд, разворачиваю вязание и начинаем чередовать 2 последних ряда. То есть в лицевых рядах мы всегда выполняем перекрещивание петель, в изнаночных рядах вяжем все петли по рисунку. Ну, смотрите только на то, какие у вас петли, классические либо бабушкины, чтобы было удобно выполнять скрещивание, и, соответственно, у вас будет разный наклон. Если вам такая резинка понравилась, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на канал. Если еще не подписаны, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Делитесь этим видео со своими друзьями. До скорых встреч. Всем пока-пока.